Я 32-го года. Мне было 9 лет. 9 лет, да. Мы в финскую войну папу взяли в армию, и его оставили в кадрах. Отправили в Западную Белоруссию, на границе с Польшей. Туда поехали и мы. Там мы застали войну. Папа учился на переводчика. И у него был преподаватель немецкого языка. Папа говорил хорошо на немецком языке. Хорошо уже. Вот. Оказалось, что этот преподаватель немецкий шпион. Выяснилось так. В доме офицеров он хорошо ухаживал, ходил в доме офицеров. Там за одной женщиной, женой капитана. Она в него влюбилась. И он у нее стал спрашивать там что-то, то, что нельзя. Она не могла выдать этого, поэтому и его любила. И она выстрелила в себя. А наган был под подушкой у них. А мальчик маленький был, ну, годика 3, наверное, было. Он говорил: «Мама бах, мама бух», рассказывал. Приехала ее мать, собрала мальчика как раз перед войной. В общем, было много случаев. Отравляли колодцы. Потом около колодцев поставили часового. А как узнали? Собака отравилась. Тогда стали проверять. И вот, что потом еще? Перед войной еще папа был дежурным офицером и побежал в костел, потому что из костела подавали сигналы, ракеты. Прибегает к сторожу, выходит, ксенц выходит, заспанный такой. Он рассказывал маме, я слышала, что так по каких-то... Ничего не знаю, ничего не видел. Только отошел, опять ракеты. То есть вот начало войны такое было. Мы бежали. Папа был на задании, поэтому его друг Доронин посадил нас в ту машину, в новую, где была семья командира полка Узбекова, комиссара полка Малышев. Между прочим, и одна, и другая женщина сошли с ума. Малышева тихо помешалась, Узбекова буйная. И не могли ее из поезда вывести. Она орала. И дочку, когда дочку только взяли, она за дочкой побежала. Представляете, что было? Что женщины сошли с ума. Угоняли нас с машины. Дали двух бойцов сопровождающих и офицер. Но офицер был нормальный. А 2 бойцов местные, они стрелять даже не умели. Просто их одели в солдатскую форму, посадили. Ну, каждый, наверное, был на счету военный. А потом мы их высадили, эти наши женщины высадили, говорят: идите домой. Куда вы тут еще нужны для баланса? У нас немцы летели, но потом мы очень медленно продвигались, потому что если они летят, бросали машину в лес или куда-то в рожь, прятались. А потом поняли, что если они летят на восток, значит, они бомбить нас не будут, стрелять нас не будут. А если они обратно, они хулиганили, они расстреливали мирных жителей. А дорога была страшная, по дороге шли дети со своими родителями. Я часто впадала без сознания. Когда приходила в себя, вот я видела такую картину, как мальчик лет 12 везет маму на детской коляске, на маме, на мертвой, сидит ребенок. То есть он маму не мог оставить. Беженцев было много. Прямо дорога была заполнена ими.
И продвигалась машина даже медленно. Потом мы сели в теплушки, тогда не было еще таких, уже не было обычных вагонов. И доехали до Питера. Это уже были карточки. Были очереди за продовольствием огромные. У нас денег не было, ничего не было. У нас, мама, платье было одно, оно в ленточку было. Пошли в Дом Красной Армии, маме дали 2 платья одинаковых. Туфли, мне пальто и туфли. Так вот мама продала, купила зимние вещи, а тут блокада. Что вам позволило выжить первую блокадную зиму? Я бы не хотела даже об этом говорить. Папин брат у него было сердце больное, его не брали, на фронт не взяли. И он охотился за кошками в блокаду. Нам доставались головки, а потом головки не доставались. Он шкурки складывал за печку. И мы с мамой потом вытаскивали эти шкурки, полили, варили их и ели, жевали. Закроешь глаза и перейдем по сосиске. Почему-то. Я настолько была терпеливый ребенок, все-таки еще ребенок. Нам 125 грамм хлеба, да? И кусочек, вот такой кусочек хлеба. Причем он черный, чего там только не было. Так я этот хлеб делила на кусочки, на 3 части. Я его не ела, я его сосала. 1 кусочек утром, это завтрак. Потом обед у меня был и ужин. И я сосала этот хлеб. И взрослые удивлялись. Сколько у меня терпения. Еще у меня сестра двоюродная, дочь, племянница моего папы, ходила в детский сад. И в детском саду там тетя Лёля, это ее мать, она ходила в детский сад, она одна ходила. С мамой лежала и даже ноги не могла в кровати передвинуть. Мы вчетвером спали на одной кровати, чтобы потеплее было. Она передвигала ноги, ложилась, а потом опять. Вот. Так она ходила в детском саду и давали хряпу с бетончиком. Она нам давала, чтобы не было цинги, по ложке хряпы этой. Вот, может быть, эта хряпа тоже нам помогла выжить. Мама пошла, ей позвонили, в общем, сказали, чтобы она пришла в ЖАГТ. Мама пришла, или на работу, я уже не помню. Мама пришла, думала, что что-то, помощь какая-то будет. А ей говорят, давайте документы, карточки, все, и уезжайте. В обязательном порядке. Ага. Так уехали мы. Мы с мамой ехали на трупах. Накрыты были брезентом, и мы так, что холодно было очень. Посмотрели, а там трупы. На трупах мы ехали. Потом сидели очень долго в Вязьме. Не сесть было в поезд. Мама отдалась, у нее очень, говорят, часы были. Она отдала часы свои, чтобы и посадили на поезд. Швейцарские часы были у нее.